Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я продолжаю серию изготовления рождественского печенья. Также я буду делать из одного вида теста 10 вот таких роскошных видов сортов печенья, которые совершенно будут отличаться друг от друга и по вкусу, и по внешнему виду. Будем готовить его из одного основного вида теста. И это видео я хотела посвятить именно печенью, которое можно приготовить с детьми. Детским таким мотивом печенья, сказочным, я бы сказала. Потому что Рождество, Новый год – это семейный праздник. Дети всегда особенно радуются этим праздникам. И я сама, как многодетная мама, конечно же, знаю, как дети радуются вот этой всей рождественской выпечке. Сами активно очень принимают участие в изготовлении этого печенья, в украшении, также имбирных пряников. Это особый вид радости, я бы сказала, даже в предвкушении, в ожидании этого праздника. Не считая, конечно, уже и другие какие-то мероприятия, которые готовятся к Рождеству. И у нас в Германии, где я уже очень давно живу, на родине моих предков, в школах, в детских садах всегда устраиваются благотворительные ярмарки по продаже такого рождественского печенья. Мамы, кто умеет печь, конечно же, жертвуют огромное количество разных видов этого рождественского печенья. Те, кто не умеет печь или не могут по какой-то причине, просто уже стоят и продают уже это готовое печенье, потому что это тоже очень большой труд и много времени занимает. И, конечно же, это печенье всегда изготавливается огромными порциями на подарки близким, родным. Можно красиво очень упаковывать. Я все покажу, расскажу вам в этом видео. Здесь, на самом деле, в этом видео я приготовлю даже не 10, а 12 видов этого печенья. Два других вида это будут как бы производные уже вот от тех видов печенья, которые мы здесь видим. 5 видов этого печенья мы будем готовить вообще без всяких форм, вырубок. 2 вида этого печенья можно приготовить при помощи обычного стакана, то есть просто при помощи круглой вырубки. И только для 3 видов печенья нам понадобится вырубка елочка, снежинка и веночек. Благодаря этому рецепту печенье прекрасно будет держать форму, и после выпечки это тесто прекрасно поддается и замораживанию, и лепке, и раскатыванию, и вырубанию различными формочками из него. 3 вида печенья будем готовить с начинкой здесь. Очень интересные вкусы будут везде, не похожие друг на друга абсолютно. Печенье это получается рассыпчатым, тающим во рту. Необыкновенно просто вкусное, легкое на вкус. Готовить мы его будем без миксера, понадобится только духовка здесь, в этом рецепте. Итак, давайте приготовим основное тесто. 750 грамм размягченного сливочного масла, добавляю туда 750 грамм сахарной пудры. Отвечаю на вопрос в комментариях, можно ли готовить с сахаром. Очень нежелательно, то есть нужна пудра, либо очень мелкокристаллический сахар, но проще купить сахарную пудру. Сейчас я все это растираю до однородной такой массы. То есть не холодное масло берем, а именно комнатной температуры. Вот такая однородная масса получится. Очень красивая, эластичная. Здесь у меня 8 яиц среднего размера. Весом без скорлупы примерно по 50 грамм. Добавляю туда 24 грамма ванильного сахара и 16 грамм соли. Все это сейчас я перемешиваю практически уже до растворения соли и ванильного сахара. Вот это очень важно. Здесь у меня в большой миске 1 килограмм 680 грамм муки. Добавляю туда 2 чайные ложки разрыхлителя. Это примерно 8-9 грамм. Пожалуйста, не больше. И обязательно перемешиваю муку с разрыхлителем. К маслу я добавила всю яичную смесь. Просеиваю сейчас туда 320 грамм кукурузного крахмала. Благодаря крахмалу тесто будет очень легким на вкус и прекрасно будет держать свою форму. Просеиваю туда всю сухую смесь муки и разрыхлителя, то есть максимум на это огромное количество теста мы добавляем 9 грамм разрыхлителя. Вот это важно тоже очень. Объединяю просто все эти ингредиенты, очень первоначально, скажем так. Выкладываю все это на стол. Дижа миксера, в который я замешивала, это у меня от планетарного миксера дижа на 7 литров, чтобы вам сориентироваться, какую миску вам нужно брать для этого теста. И сейчас, поделив это тесто на 4 части, я вымешиваю каждую часть отдельно. Так получается очень быстро все. Долго это тесто ни в коем случае вымешивать не нужно, потому что это песочное тесто. И объединив уже все 4 части вместе,
я быстро вымешиваю это одним большим куском. Вот такой прекрасный, уже не липнущий к рукам тесто у нас получается. Сейчас я делю всю эту массу на 11 частей теста по 350 грамм, потому что для одного вида печенья мне понадобится сразу 2 порции основного теста. Это для печенья бюш-де-нуэль, то есть рождественское полено. И начинаю уже готовить разные сорта печенья. Итак, 350 грамм основного теста. Добавляю туда 1 чайную ложку с горкой приправы для имбирных пряников и откладываю пока в сторону. При комнатной температуре буду держать. И также 1 порцию 350 грамм основного теста просто заворачиваю в пленку, оставляю на столе. Это тоже для другого вида печенья понадобится. Сейчас также беру 350 грамм основного теста и добавляю туда 40 грамм молотой фисташки. Фисташка у меня здесь грубо очищена, то есть скорлупа с нее снята, но перемолотая эта фисташка была вместе с кожицей, поэтому цвет у нее такой бурый, то есть он не чисто зеленый. Все это соединяю в один комок и добавляю туда из-за цвета 1 каплю фисташкового красителя. Вы можете этого не делать, вкус будет фисташковый, но я добавляю, чтобы был именно цвет у елочек. И вот это тесто я отправляю сейчас в холодильник. Следующий вид теста будем делать апельсиновый. 350 грамм основного теста, добавляю туда 1 миллилитр апельсинового ароматизатора и оставляю на столе. Следующий вид теста фундучный. 350 грамм основного теста, 40 грамм молотого фундука и половина чайной ложки какао-порошка. Все это смешиваю вместе и отправляю сейчас в холодильник. Фундучное тесто. Следующих 3 порции теста я буду делать шоколадными. Я беру 3 порции основного теста по 350 грамм. Это 1050 грамм основного теста. Добавляю туда 40 грамм какао-порошка и 1 столовую ложку с горкой сахарной пудры. И также добавляю туда 3 столовые ложки молока. Все это я перемешиваю в один общий комок теста. И сейчас на весах я разделяю это на 3 равные части. Вот из того количества, которое у меня получилось. Для печенья пингвины я к основному уже шоколадному тесту добавляю 1 чайную ложку с горкой корицы и добавляю туда несколько капель апельсинового ароматизатора. Изумительный будет вкус, напоминающий по вкусу батончик Kinder молочный ломтик. Роскошный просто вкус. Напоминает вкус именно коржей у этого батончика, само тесто. А уже когда с глазурью будем украшать, там будет вот вкус самого батончика. Тесто для печенья пингвины обязательно убираю в холодильник. Еще 1 порцию шоколадного теста я просто оставляю на столе для печенья шишки. Это чисто шоколадный будет вкус. 3-ю порцию шоколадного теста я буду сейчас готовить для печенья бюш-де-нуэль, то есть рождественское полено. Я делю 1 порцию шоколадного теста напополам. К 1 половине теста я добавляю сейчас половину чайной ложки корицы. Откладываю пока в сторону. Беру еще 1 порцию основного светлого теста. Раскатываю ее в 3 мм. Светлое тесто здесь не нужно было охлаждать. И половину порции шоколадного теста, которое мы смешали с корицей, я раскатываю примерно в пласт 1 мм толщиной, накладываю на светлое тесто и сворачиваю вот так вот в рулетик. Идеально это делать, конечно, вот так вот между 2 листами пергамента. Тогда все у вас получится. Переносить со стола, припылять мукой. Это очень нежелательно и неудобно в этом варианте. Сейчас это тесто я делю для удобства раскатывания сначала на 2, потом на 4 части. И выкатываю вот эти жгутики. Они у нас станут где-то примерно по 2 см толщиной. Вот эти все обрезки, которые у меня остались от этих жгутиков, добавляю вот в эту половину порции шоколадного теста, которое у нас осталось. Добавляю туда 1 чайную ложку какао-порошка, раскатываю в пласт 3 мм и оборачиваю каждый жгутик вот этим шоколадным тестом. И получается у нас как бы кора у этого полена.
Сейчас вилкой держу ее вот именно вот таким образом, как я показываю на видео, делаю как бы имитацию коры и отправляю мои заготовки до полного охлаждения в холодильнике. То есть они должны быть не в морозилке, а именно в холодильнике очень хорошо охлаждены. То есть они не должны быть в состоянии камня, но должны быть охлаждены настолько, чтобы при срезе был идеальнейший рисунок. Делаем 9-й вид теста. Это печенье Рафаэлло. 40 грамм очищенного бланшированного, то есть миндаля грубого помола, я отправляю в духовку, подсушу его при температуре 175 градусов Цельсия примерно 5 минут. Будет вкус Рафаэлло тогда у печенья, именно с подсушенным обжаренным миндалем. Даю миндалю немножко остыть, вмешиваю его в следующую порцию, то есть 350 грамм основного теста, раскатываю в пласт и убираю охлаждаться в холодильник. Делаем 10-й вид печенья, лимонный. Беру опять же порцию основного теста 350 грамм, натираю туда цедру одного биолимона, то есть необработанного химически сверху, и добавляю туда 1 мл лимонного ароматизатора. Также раскатываю в пласт и убираю в холодильник. Итак, начинаем формовать наше печенье. Сейчас для печенья шишки я беру просто порцию шоколадного теста. Для каждой шишки примерно по 20 грамм теста шоколадного мне понадобится. При помощи вот такой мерной ложки, это очень быстро делается, можете в чем угодно это делать, можете на весах, вот на такие вот фрагменты. Сейчас при помощи просто сухой макаронинки я делаю чешуйки у шишки. Макаронинка это имеет у меня где-то 5 мм в диаметре. Я просто показываю это для вас, потому что меня не совсем устраивает этот рисунок, естественно, и я беру макаронинку уже 8 мм в диаметре. И вот именно с макаронинкой 8 мм в диаметре у нас получится идеальный просто рисунок чешуек у шишки. Делается это все очень просто и очень на самом деле увлекательно. Тесто здесь должно быть обязательно комнатной температуры, то есть из холодного теста это не получится. Это тесто прекрасно, любой вид его можно замораживать. И вы также можете его доставать по мере надобности из морозилки и работать с ним, разморозив его предварительно. Вот такие прекрасные у нас шишки получаются сразу. Не обязательно, естественно, для этих шишек брать вот именно только макароны. Почему здесь удобно макароны? У макарон уже есть рифление. Это очень тоже придает красивый вид, и при выпекании оно остается. Вы также можете кондитерскими насадками эти 8 мм в диаметре кругом делать, либо просто коктейльными трубочками. Все, что у вас есть под рукой, все это можно делать. Выпекать я эти шишки буду сейчас при температуре 180 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции на среднем уровне примерно 12 минут. Это в моей духовке. Вот такие шишки у нас выпеклись прекрасные. Они очень нежные на вкус получаются, рассыпчатые, вкуснейшие просто. И сейчас, пока еще они не остыли, еще в горячем виде, я их посыпаю сахарной пудрой. Держу их вот так вертикально, чтобы у нас была как бы заснеженная шишка в итоге. И посыпаю их слегка так, не обильно, чтобы шишку было видно, чтобы это не был один такой снежный непонятный комок. Слегка посыпаем сверху. И вот такая прекрасная шишка, очень атмосферная у нас получается. И печенье уже готово. Делается это на самом деле очень просто и несложно. Итак, заготовки сейчас у меня для печенья рождественское полено бюш де Нуэль уже очень хорошо охладились в холодильнике. Я сейчас нарезаю их при помощи вот такого ножа. Естественно, я его использую только для моих кондитерских целей. Вы же можете просто обычным ножом нарезать это печенье в охлажденном виде, это тесто я имею в виду. Отправляю выпекаться сейчас при температуре 180 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции примерно на 16-17 минут на среднем уровне. Это все зависит только от вашей духовки. Все, что осталось у меня от этих заготовок, я скатываю в один пласт и вырубаю вот такие сапожки. Итак, печенье бюш де Нуэль у меня готово. Вот такое прекраснейшее оно, идеально пропеченное, очень мягкое, нежнейшее просто внутри, слегка хрустящая сверху будет корочка, внутри нежнейшее, с очень благородным запахом корицы у нас получится печенье.
Сейчас делаем печенье ежики. Делю вот на такие порции все мое тесто по 20 грамм при помощи мерной ложки. Подкатываю просто это в шарики и вытягиваю носик у ежика. Делается элементарно, просто и быстро, справится ребенок. Все это делаем вообще без всяких формочек. Напоминаю, что тесто у нас комнатной температуры для этих ежиков должно быть. Вот это очень важно. То есть ни в коем случае не убираем в холодильник, иначе ничего не получится. Ежиков я тоже буду выпекать сейчас при температуре 180 градусов Цельсия на режиме верх-низ без конвекции на среднем уровне примерно 14 минут. Все это будет зависеть только от вашей духовки. Они все полностью пропекутся. Смотрите, чтобы носик у вас не очень сильно подрумянивался у этих ежиков. Убираю выпекаться. Итак, сейчас делаем следующий вид теста — карамельные трости. Неотъемлемая часть ассортимента рождественских сладостей. Просто основное тесто 350 грамм я делю примерно на две равные части. В одну часть я добавляю красный пищевой гелевый водорастворимый краситель, то есть прекрасно окрашивается тесто обычным водорастворимым красителем, и начинаю скатывать эти трости. Кто любит мятное печенье, вы можете туда добавить аромат мяты, так как вообще эта трость изначально идет с ароматом мяты. Но я здесь делаю просто на обычный вкус со вкусом сливочного обычного печенья. Но имейте в виду, что вообще эта трость изначально с ароматом мяты и корицы изготавливается, поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. Я буду здесь делать несколько размеров этой трости. То есть сначала я сделаю такие крупные тросточки. Они у меня будут выпекаться примерно 10 минут при температуре 170 градусов Цельсия. Мелкие я буду выпекать также на температуре 170 градусов Цельсия примерно 8 минут, потому что они будут очень тоненькие. И главное здесь их не передержать, чтобы они у нас не превратились уже просто в такую зажаренную трость. Вообще значение этой рождественской карамельной трости как бы символизирует, напоминает трость пастуха. То есть напоминает нам о тех пастухах, которые пришли первыми поклониться новорожденному младенцу Христу. И в наше время уже вид этой карамельной трости является неотъемлемой просто частью любого украшения, будь то в интерьере или же в кондитерском деле к Рождеству. Сейчас, так как я уже много показала, как я делаю эти трости, я смешала это все тесто вместе, чтобы показать вам еще тут одну идею. Так как была такая возможность воспользоваться здесь остатками этого красного теста, я делаю из него шапки Деда Мороза. Вы можете их просто ножом вырезать, но чтобы они все были ровные, лучше брать вырубку звездочка. Я уже знаю из опыта. Шапочки я выпекаю также при температуре 170 градусов Цельсия примерно 9 минут. Но чтобы они просто уже хорошо держали форму и не начали коричневеть. Следующими я делаю снеговиков с апельсиновым вкусом. Вкуснейшее будет печенье просто. Я сейчас все тесто делю на шарики такие по 15 и по 7 грамм. В нижнюю часть теста, где у нас 15 грамм, в этот шарик я вкладываю по несколько, по 3, по 4 штучки апельсиновых цукатов. То есть это цукаты именно из апельсиновых корок. Будет ароматнейшее, вкуснейшее печенье. Цукаты будут очень мягкими в самом печенье. Печенье-снеговики я буду выпекать при температуре 180 градусов Цельсия на режиме верх-низ без конвекции на среднем уровне примерно 14 минут. Печенье-снеговики у меня отпеклись. Я сейчас убираю их полностью остывать и делаю сейчас снежинки. Снежинки со вкусом Рафаэлло. Изысканное, вкуснейшее печенье. И тесто у нас это мы уже достали из холодильника, раскатываем его в пласт 3 мм толщиной. Вырубаю сейчас снежинки, они достаточно объемные, у меня такие где-то 8 см. Делаю внутри еще одну снежинку, вы можете просто звездочкой это вырубать, наверняка у всех есть эти вырубки. Убираю выпекаться вот эти снежинки при температуре 180 градусов Цельсия примерно на 10 минут, потому что они очень быстро пекутся, и смотрите, чтобы они у вас не поджарились так сильно. Это в моей духовке 10-12 минут. Вот эти донышки я выпекаю 12 минут. Первые вот так у меня отпеклись, снизу они очень хорошо подрумянились. И теперь раскатываю также охлажденное тесто фисташковое для елочек. Также в пласт 3 мм. И сейчас у верха этих елочек я вырубаю вот такой насадкой кондитерской 1 см в диаметре, просто круг. Я вырубаю вот такие места под шарики.
просто как елочные игрушки будут у нас. По сути, из джема сделанные на этих елочках. Елочки я выпекаю примерно 10-12 минут при температуре 180 градусов Цельсия, режим вверх-вниз, без конвекции. Донышки у елочек выпекаю 12 минут. Вот это важно. Когда выпекать будете печенье елочка, здесь очень важно не отходить от духовки, чтобы вы видели, какой цвет у вас приобретает это печенье, чтобы оно у вас не стало коричневым, потому что это происходит очень быстро все. Сейчас раскатываем тесто для оленей, то есть фундучно-шоколадное тесто. Вырубка у меня здесь 8 сантиметров в диаметре. Вы можете вырубать обычным стаканом, острым. Стеклянный просто брать стакан, и холодное тесто прекрасно вырубается. Вот эту мордочку я вырубаю просто обратной стороной кондитерской насадки. Здесь на ваше усмотрение 2, может быть даже 3 сантиметра. Вы захотите вырубить вот эту мордочку. Выпекаю примерно 12-14 минут. Также 180 градусов Цельсия, режим вверх-вниз, без конвекции на среднем уровне. Заготовки для печенья оленей. Сейчас будем делать пингвинов. Холодное, охлажденное тесто шоколадное с корицей и с апельсиновым ароматом. Вырубаю также вырубкой 8 сантиметров. Вы можете просто обычным стаканом это делать. И делаю вот таких пингвинчиков. То есть круг берем скребком для теста или ножом просто. Боковинки вот так вот наискосок срезаю. Также боковинки делю сейчас напополам. Вот эти срезанные. И получаются вот такие крылышки. Подравниваю вот эти острые уголки. И получается у нас уже туловище у пингвина. Это делается элементарно просто, это печенье. Сделает даже ребенок. То есть не нужны какие-то особые вырубки, просто нужен круг, обычный стакан. Но берите его покрупнее, чтобы уже было где там развернуться, так сказать, на этом печенье. Ну, не меньше, я уже думаю, чем 6 сантиметров надо брать. Здесь даже тесто у меня немножко нагрелось при комнатной температуре, но оно все равно превосходно держит свою форму благодаря своей рецептуре. Это печенье я также выпекаю 2 партиями, потому что оно достаточно крупное. Печенье пингвин я также буду выпекать при температуре 180 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции на среднем уровне примерно 12 минут. Итак, отпеклись у меня пингвинчики эти. Убираю пока полностью остывать. И делаю сейчас последний вид печенья. Это лимонные веночки. Лимонное тесто, охлажденное очень хорошо, раскатываю в пласт 3 мм. Делаю вырубкой веночек. Из него вырубка у меня здесь 6 см в диаметре. Также обратной стороной кондитерской насадки делаю вырубки круги в нем. И убираю выпекаться примерно на 10-12 минут при температуре 180 градусов Цельсия на среднем уровне на режиме вверх-вниз без конвекции. И вот эту вторую партию этих веночков, как я и заявляла в начале видео, я буду делать с карамелью. У меня эти карамельные конфеты без сахара на основе изомальта. Вкладываю в каждый вот этот веночек. При температуре 180 градусов Цельсия буквально 10-12 минут, и получаются вот такие прекраснейшие веночки уже с карамельным тонким слоем, со вкусом лимона. И само тесто, и сами карамельки внутри. Еще в горячем виде, обязательно в горячем виде декорируем вот этот вот карамельный центр. Даем полностью остыть ему сейчас на противне. Бумаги для выпечки прекрасно все это отстает. При раскусывании очень вкусно будет. Такая похрустывающая карамель и нежнейшее лимонное печенье. Итак, все виды печенья я сейчас отпекла. Вот так я их уже все сложила и буду их уже украшать. Начинаю украшать печенье ежики. Итак, для украшения печенья ежики я смешиваю примерно 2 столовые ложки, здесь у меня кокосовые стружки, добавляю туда 1 чайную ложку приправы для имбирных пряников. Все это перемешиваю очень хорошо. Кокос немножко так уходит на второй план в этом вкусе, а вот раскроется именно в дополнение ко вкусу теста со вкусом имбирных пряников, как печенье спекулос будет на вкус. Такое очень нежнейшее, сливочное. Я погружаю каждый ежик вот так в кондитерскую глазурь. Вы можете темный шоколад для этого брать, просто глазурь сохнет быстрее. И тут же обваливаю это все в подготовленные нами стружки. Когда у ежиков у всех полностью есть иголки, я делаю им глазки и носик при помощи также кондитерской глазури. Это делается элементарно просто. То есть советую сначала просушить вот эти спинки у ежиков и только потом декорировать его уже мордочку. Сейчас делаем оленей. Вот эти берем крышечки,
с отверстием. Рисуем глазки также кондитерской глазурью. Тут справится даже ребенок. Делаем также рога у оленей. И рисуем ушки. И чтобы у нас это все не растеклось в общую массу, я сначала нарисую уши, дам просохнуть рогам и ушкам, а потом соединю их вместе. Потому что есть вероятность того, что это просто все расплывется. Для наполнения печенья оленя я беру 2 столовые ложки такие щедрые нутеллы или другой ореховой пасты берите. И наполняю вот так из кондитерского мешка, срезав у него примерно 1,5 сантиметра, наполняю вот так само печенье. И в качестве носика я использую крупную сахарную бусинку. Сейчас, как я уже сказала, когда подсохли вот эти вот рога и ушки, я их соединяю кондитерской глазурью, либо же темным шоколадом можете здесь пользоваться, чтобы это уже просто не слилось все воедино. И глазки также уже просохли, и уже вероятность того, что все это сольется, уже исчезает. Поэтому вот так делать гораздо удобнее. Теперь украшаем печенье пингвины. Я растопила здесь белую кондитерскую глазурь. По-немецки, кто в Германии живет, это обычная кухонглазурь. Я вот так просто из чайной ложки распределяю это. Вы можете также айсингом это украшать, но кондитерской глазурью гораздо проще. Либо белый шоколад растопить и украшать уже белым шоколадом. Темной кондитерской глазурью я рисую уже крылышки и окантовочку. Делается это все элементарно, просто и быстро. Также темный шоколад можете для этого использовать, но темный шоколад будет быстрее засыхать у вас в мешке. То есть глазурью здесь работать гораздо удобнее. Или же просто используйте айсинг для украшения пряников. Вот так элементарно, просто и быстро делаются эти пингвины. Также белую кондитерскую глазурь я окрасила слегка оранжевым цветом, таким неярким. И делаю также ножки и носик пингвину. И сердечко, также это у меня сахарная бусина. Естественно, перед тем, как украшать темной глазурью, белое основание этого пингвина даем полностью ему просохнуть, чтобы потом можно было дальше работать. Сейчас белой глазурью я поливаю вот таким образом всех снеговиков. Глазурь очень хорошо распределяется. Я почему беру здесь глазурь? Потому что шоколад так хорошо не распределится. То есть это не айсинг. Вы можете также айсингом все это заливать. Айсинг – это белковая глазурь, напоминаю, кто этого не знает. Глазурь потом можно опять растопить и использовать. Итак, сейчас для печенья Рафаэлло я каждую снежинку, вот эту верхнюю крышечку, я поливаю вот так из ложки кондитерской глазурью. И сразу же, ничего не жду, иначе глазурь очень быстро засохнет, я сразу же посыпаю это кокосовой стружкой. Бережно с ними, конечно же, нужно обращаться, потому что эти крышечки очень тонкие. Это, я думаю, все понимают. Но они прекрасно будут держать форму. Сейчас глазурь их зафиксирует. Они будут идеальные просто. Просто когда вот мы их покрываем глазурью или же белым шоколадом вы захотите покрывать, очень бережно с ними обращайтесь до того, как они высохнут уже. И вот таким образом я украшаю все крышечки для снежинок. У этого печенья будет вкус, напоминающий реально конфеты Рафаэлло. Сейчас, пока у меня осталась кокосовая стружка и глазурь, я делаю красные вот эти шапочки Деда Мороза. Сначала помпончик, потом основание шапки я погружаю в кондитерскую глазурь, потому что основание будет растекаться сильнее. И тут же, ничего не жду, обваливаю все это в кокосовой стружке. И вот такие шапочки прекрасно у нас получаются. Я в названии не стала это обозначать как отдельный вид печенья. По сути, это уже 11-й вид печенья, вот эти шапочки. Возьмите это себе просто как идею. На вкус это сливочное печенье с кокосовым вкусом. Сейчас украшаем печенье веночки. Также наношу из кондитерского мешка глазурь на веночек. Сливаю всю эту глазурь опять на пекарскую бумагу, потом ее опять буду использовать. Посыпаю сейчас нарубленными фисташками и сублимированной клубникой или малину можно использовать, что есть у вас в наличии. Это просто такой, как вариант декора. Идеально сочетаются здесь все эти вкусы. Во вкусе нежнейшее лимонное печенье со вкусом фисташки и клубники. Почти целый торт на вкус вот это печенье. Теперь крышечки от печенья Рафаэлло у нас подсохли. Донышко покрываем вот таким образом белым шоколадом, растопленным на водяной бане. Накрываем крышечкой. Вкуснейшее будет, роскошное просто на вкус печенье.
Оставшимся белым шоколадом декорируем наши крышечки от елочек. И тут же ничего не ждем, посыпаем все это мелкими сахарными посыпками. Это вот такой мой вариант вам. Необычные очень украшения печенья елочки, но я решила показать именно вам такой вариант. Сейчас буквально 1 столовую ложку щедрую фисташкового крема, он уже сладкий. Я накладываю в кондитерский мешок и 1 столовую ложку вот такого джема, здесь у меня клубника с красной смородиной, я растапливаю до горячего состояния и также переливаю в кондитерский мешок. Таким образом я собираю все мои печеньки-елочки, то есть на фисташковой вот этой сладкой пасте прекрасно будет держаться это печенье. Благодаря наполнителю вкус будет у печенья еще более такой насыщенный, фисташковый. Вместо клубничного джема, естественно, можно использовать малиновый. И вот эти елочные шары будут очень красиво блестеть благодаря джему. И смотрятся они без видео, без камеры еще красивее. Наполняем сейчас каждое отверстие очень аккуратно и бережно горячим растопленным джемом. Джем будет прекрасно держать форму, потому что джем у меня на пектине. Выбирайте именно джем, когда будете покупать, чтобы там в составе был пектин. И в горячем виде вот так наносим, распределяется. Вот этот джем, он очень хорошо пропитывает печенье. Вкуснейшие будут эти елочки. Очень советую их так делать. Красный этот джем, он просто здесь камера не так хорошо передает, он блестит. Он очень красиво будет смотреться потом у вас уже в изделии. У кондитерского мешка срезаю буквально 2 мм здесь и наливаю как бы с горкой этого джема. Джем распределяется внутри печенья и будет оптимальная высота у этой джемовой прослойки. И делаем снеговиков. Теперь я окрасила белую глазурь оранжевым красителем. Делаем носики, вот эти морковки. И темной кондитерской глазурью я делаю глазки, ротик и также пуговички. И, конечно же, ручки у снеговика. Делается это элементарно, просто и быстро. Вы можете также темный шоколад растопить и делать из темного шоколада то же самое. И вот такие забавные, очень вкусные, необыкновенно просто вкусные снеговики у нас получатся с апельсиновым таким насыщенным вкусом. Из глазури просто это делать проще, поэтому я использую именно глазурь здесь для украшения. Здесь очень важно, что у кондитерского мешка, если вы видите, я срезаю буквально 1 мм, не больше этот уголок. Делаем также шарфик из оранжевой глазури. И в принципе все снеговики украшаем таким же образом. И вот такие 10 роскошных видов у нас рождественского печенья получаются. Также еще 2 вида покажу в конце видео. Это вот эти шапки Деда Мороза и также веночки с леденцом внутри. Делается это, как вы видите, все простыми очень средствами. Получается роскошнейшее печенье и на вкус, и на вид. Крупное вот это печенье, и ежики, и снеговики, и вот эти рождественские поленца, то есть бюш де Нуэль, вкуснейшие, нежнейшие внутри, несмотря на то, что они такие объемные. Елочки, тающие буквально во рту. Сейчас каждое печенье буду показывать на разломе, чтобы вы сами посмотрели, как оно надламывается. Печенье очень достойное, ароматнейший каждый вид получается. Еще раз хочу напомнить, что в эти карамельные трости, назовем их так, вы можете добавить мятный ароматизатор, и тогда это печенье будет напоминать ту самую карамельную трость. Вот такие у нас роскошные печенья получились. Делается, как вы видите, это все самым простым способом. Естественно, все эти граммовки я вам напишу в описании к данному видео. Подробно опишу каждый вид печенья. Печенье это можно хранить 2-3 недели в герметичном контейнере, в сухом прохладном месте, ничего с ним не будет. Печенье прекрасно вот в таких коробках упакованное переносит транспортировку. Конечно же, обращаться с ним нужно бережно, потому что каждое печенье, по сути, здесь уникально. Это ручная работа, сделана с любовью, и, конечно же, хочется сохранить это печенье вот именно в таком виде, чтобы все могли порадоваться. Но сейчас коробок для печенья продается очень много, и жестяные, и различные. Вот так вот надламываются печенье. Вы видите, как трость надламывается. Снеговик, нежнейший внутри, с роскошным ароматом и вкусом апельсина.
елочки просто тающие во рту. Посмотрите, какое оно нежное, оно пропитанное все. Там у нас и фисташковая паста, и также вкуснейший джем. Рассыпчатые очень шишки получаются, тающие буквально во рту печенье. Печенье Рафаэлло со вкусом всемирно известных конфет. Очень советую обжарить предварительно миндаль, прежде чем его добавить в тесто. Печенье ежики со вкусом нежнейшего сливочного печенья спекулос. Также печенье бюш де Нуэль. Роскошный вкус всегда дает аромат корицы и шоколада. Нежнейшие лимонные веночки. Печенье пингвины со вкусом батончика молочный ломтик. Также фундучно-шоколадные олени. Вот так выглядят наши готовые изделия. Это веночки с карамелькой внутри и шапочки Деда Мороза. Все это выглядит очень достойно и необыкновенно просто вкусно. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео. И, конечно же, я искренне всем желаю очень успешной и радостной предрождественской выпечки.